Дорогие львы, наступил момент для вас поистине сложноватый, я, наверное, так скажу, да, потому что месяц, который требует от вас такой очень внутренней глубинной работы, эмоциональной работы. Солнце будет почти весь месяц в знаке Скорпиона. Для вас это не лучшее время с точки зрения эмоциональных переживаний, но прекрасное время для того, чтобы заработать ту самую прибыль, на которую вы давно рассчитываете. Да? Ни в коем случае не надо вот бежать и говорить: о боже, солнце будет в Скорпионе. Ну да, в Скорпионе оно каждый год в этот момент времени в Скорпионе. Если вы отсмотрите всю свою жизнь на каждый год, просмотрите, что происходит именно с вами каждый год, цикличность каждого своего года. И вы поймете, если же у вас ничего не происходит каждый год именно примерно в ноябре месяце, да, первых 3 неделях ноября, то здесь, конечно, стоит задуматься, почему вы не идете в свое развитие, почему вы не развиваетесь, потому что, как говорится, ну вот живу, все вроде нормально, все окей. Говорит о том, что, ну, значит, не делаете вы того, чего надо, да. Начинаем делать, дорогие рыбы, потому что рыбы, только что рыб записывала. Начинаем внедрять, дорогие львы, потому что время-то идет, часики тикают, на дворе без 5 минут 2024 високосный. Что делать-то будем? А делать необходимо что? Развиваться. Ноябрь месяц в работе будет сложноватым месяцем, когда необходимо будет перемолотить очень много работы. И она не то, чтобы ее прям будет очень много, нет, ее придется вот как-то искать, да. Ее будет не того, что прям она будет сама сыпаться в руки, нет, ее необходимо поискать еще, как говорится, побегать за этим зайцем, да. От этого и будет сама сложность. Будут приходить какие-то разного рода мысли, почему нет вот такой работы, почему все не может случиться само собой, почему еще необходимо этого добиваться, да. Ну вот так построена жизнь, что жизнь — это ежедневный труд, жизнь — это ежедневный выбор, и при этом необходимо радоваться тому, что есть, действовать, любить, отдавать свое тепло, да, заряжать всех вокруг. Именно такой в оригинале должен быть лев. Солнце, солнечный знак зодиака, да. Если же вы не такой лев, не волнуйтесь, в конце всех ноябрьских гороскопов, их осталось совсем чуть-чуть, я выложу большое видео про львов, для того, чтобы вы заряжались, смотрели, какой вы знак зодиака, что вы делаете, что не делаете, почему не делаете, главное, и что для того, чтобы необходимо делать. Полный спектр рекомендаций для вас, дорогие львы. Ну что, продолжу. Ноябрь месяц будет сложным именно психологически, будет много давления с разных сторон, все захотят поучаствовать в вашей жизни, дать совет, распылить вас немножко, убрать вас в фокус внимания с ваших же амбиций. И здесь первая неделя ноября, четко отслеживайте свои амбиции, свои желания, переживания, что сделали, что не сделали. Для чего? Ну, для того, чтобы просто не уйти со своего пути. Сложно будет этого сделать, потому что эмоции будут перекрывать все. Солнце будет в оппозиции с Юпитером, а здесь, конечно, вам покажется, что вы вот такой вот весь павлин, но пройдет эта оппозиция и придет сожаление, осознание. Поэтому говорю, чтобы оно пришло во время этих моментов на небе, для того, чтобы еще успеть внедрить все, что хотелось. Да? Вторая неделя ноября, она будет такая уже, эмоций уже будет не так много, желаний, действий тоже не очень много, завершается лунный цикл, заканчивается сложный лунный цикл, который запустил коридор затмений, и если вы постарались, что-то сделали там, то, конечно же, ноябрь у вас пройдет более гармонично, более гладко. И если же вы в коридор затмений, как я вам говорила, не действовали, ну, дорогие,
Что? Начинаем действовать сейчас, никогда не поздно. Как я всегда люблю говорить, если ты осознал и делаешь, все можно сделать, все можно вернуть, и транзиты тебя догонят. Ну, конечно же, если ты на самолет опоздал, придется потом за свои покупать новый билет, но все равно же ты попадешь, понимаешь, в то место, куда ты хочешь, да? Но уже, конечно, с убытками. Поэтому не создавайте себе убыток в этом году, не портите себе в ноябре репутацию из-за своих нереализованных амбиций, потому что лезть будет вот так вот все, да, наружу, да. На фоне этого захочется обнулиться, поругаться, завершить все проекты, уволиться, начать все сначала с чистого листа. Здесь, пожалуйста, поаккуратнее, потому что конечно же, под раздачу будут попадать близкие, любимые, партнеры, коллеги по работе. Здесь, пожалуйста, пощадите их, потому что, ну, они, по крайней мере, не виноваты в том, что вы давно хотели сделать, и оно не получалось. Ну вот так, оно бывает. Вот эта вся эмоциональная буря сложится на вас и закончится в районе 17-18 ноября. И потом наступит такой момент, более расслаблены в бизнесе, в работе. Ну и момент, конечно же, 1 ноября, она будет такая уже прям сложная работа. Начнете делать, как говорится, опоздавший на рейс, начнете покупать другой билет, на него зарабатывать и лететь снова туда, куда вам надо, да. Поэтому, дорогие львы, ноябрь будет сложноватым, сложным эмоционально, да. Меня просят деловые люди записывать еще бизнес-гороскоп на декабрь. Я считаю, это абсолютно разумно, да, на несколько месяцев вперед. Сейчас же я расскажу еще до декабря, для того, чтобы вы сейчас в октябре, прослушав, рассчитываю, что вы прослушаете этот гороскоп в октябре, да, чтобы качественно спланировать и завершить все свои дела уже в уходящих месяцах 2023 года, да. Что? Декабрь. Первая неделя декабря будет, еще немножко будет фонить после ноября, да. 5 декабря разворачивается, 4-5, в зависимости от того, где вы живете, но настроение будет на всю неделю уже такое, да, потому что разворот больших планет, оно всегда такое основательное, оно всегда заметно, да. Поэтому первая неделя декабря разворачивается на небе Нептун. И такой ворох внутреннего осознания любви и нелюбви такой выйдет наружу, да, поэтому сейчас, конечно же, время для того, чтобы завершить все свои дела, связанные с творчеством, с реализацией, с поездками, с путешествиями и тому подобное, да. До 13 декабря прекрасное время для заработка. И в ноябре прекрасное время для заработка, если вы сможете, да, усмирить свои эмоции. Если же нет, то будет сложно. Первые 2 недели декабря очень потрясающе, там все в зеленых знаках, в денежных. Поэтому зарабатывайте сколько вам хочется, приносите прибыль, работайте, подсчитывайте выручку, как говорится, да, планируйте свой бюджет, прекрасное время для вложений, для действий, потому что, придет 13 декабря, и у нас с вами наступит ретроградный Меркурий. А что это такое, да? Под конец года и ретроградный Меркурий. Это, конечно же, сбой коммуникаций, доставок, поставок. Клиенты будут куда-то деваться, куда-то теряться, какое-то будет недопонимание. В общем, будет много стресса, я бы сказала, на пустом месте, но очень многие люди зависят от ретроградного Меркурия, поэтому понятие «простить», дорогие львы. Не переживайте по этому поводу, что здесь ничего такого особого не сделать. Просто спланируйте свое время до конца года заранее, да, и завершите достойно этот уходящий год. Гороскоп про весь этот год, каким он был, каким будет следующий год, расскажу, конечно же, в следующем видео в декабре. А сейчас про любовную сферу. Любовная сфера для вас, дорогие львы, будет полностью зависеть от вашего эмоционального состояния. Оно, как уже рассказала, будет не совсем стабильно, будет не совсем вам нравиться, точнее, я вам так скажу, вам начнет все не нравиться, да, все начнет не нравиться в этом ноябре. Первая неделя ноября будет вообще очень сложно. Здесь, пожалуйста, не пылите, потому что вам резко перестанет нравиться ваш социальный статус, ваш достаток, вы почему-то захотите переложить
возложить это на плечи партнера. Так себе мероприятие. Поучаствуйте сами в этом процессе заработка того социального статуса. Сейчас вопрос будет, да, а зачем тогда мне нужно вообще выходить замуж, если я не могу ничего перекладывать на партнера? А вот здесь как раз самый главный и гениальный-то ответ. А просто так. Люди женятся, люди заводят детей для того, чтобы обрести вот это вот внутреннее тепло, счастье, романтику и любовь, да. Казалось бы, зачем эти вещи, да? Это из той же оперы, покупая квартиру в каком-то месте, я не хочу просто себе золотые унитазы, я хочу, чтобы мне эта квартира нравится, это был красивый район, это был экологичный район, была прекрасная вот картинка вот такая, да? То есть почему, казалось бы, да, есть материальные блага, есть материальные аспекты, которые четкие и понятны, но заключая себя в рамки этого материального, хочется как бы еще быть такое нехилое, душевное, да, поэтому, дорогие львы, вот именно про это будет для вас ноябрь месяц. Помните, что материальный аспект в любви, он для вас не такой важен для вашей реализации. Для вас важно реализоваться саму, а реализовываетесь вы через эмоции, через вот это внутреннее настроение радости и праздника, любви и счастья. И если вы начнете делать акцент на деньгах, акцент на материальных благах и социальном статусе, то личная жизнь будет лететь в тартарары. Поэтому, дорогие львы, пожалуйста, понимайте и осознавайте свои действия в первых 2 неделях ноября. Они для вас будут сложные. Да? Если сначала будете пылить, то в середине ноября, на смене лунных циклов, когда будет оппозиция Солнца с Ураном, да, так еще Солнце будет в соединении с Марсом, захочется очень резко развестись, все предъявить, поругаться, уйти, хлопнуть дверью. Ни в коем случае не делайте этого, потому что придет январь, планеты развернутся, Марсу вообще уйдет от Солнца, и придет настроение, состояние, когда скажете, зачем вот это все нужно было делать. Потому что все можно было сделать совершенно по-другому, и это на самом деле так. Поэтому, дорогие львы, дорогие мои любимые львы, не пылите. Запаситесь терпением и осознавайте. Момент после коридора затмения запускает как раз-таки момент постобработки, я бы так его назвала. Да? Момент, когда необходимо осознать все, что было в октябре, что вы сделали, что не доделали по карме, почему не делаете, почему не идете в развитие. Потому что если вы предъявляете это партнеру, какие-то моменты, говорит о том, что эти претензии у вас к самим себе, вы их не делаете и просто хотите на партнера это все переложить. Да, дорогие львы, сказала, вот оно так и есть, поэтому здесь, пожалуйста, побольше осознания, побольше внимательности и устойчивее стойте на своих ногах. Понимаете, что у вас семья, у вас вот тот мир, который вы создаете, и за этот мир не было бы плохо побороться, потому что мы все с вами идем в новый мир, и вот по дороге бы главное ничто не растерять. Дорогие львы, это был новый гороскоп на ноябрь 2023 года. Не знаю, похож ли он на старый, такой же он или нет. Не смотрела прошлое даже видео, просто посмотрела астропроцессор и сказала, как и есть, да, но уже в новой картинке, в новое утро. Как вам, кстати, на рассвете гороскоп. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, дорогие мои. Ждет большое видео про львов после ноябрьских гороскопов. Я надеюсь, что была полезна. Если остались вопросы, оставляйте вот здесь комментарии, я на них обязательно отвечу. Если же вы не хотите, чтобы ваши комментарии были на широкую публику, поэтому в ссылке в шапке профиля есть ссылочка на сайт. Записывайтесь на консультацию и будем говорить с вами лично и индивидуально. Ну что, дорогие мои, спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем выпуске.